Иногда кажется, что настоящая любовь – это красивая сказка из дорамы. Но история Ким У-бина и Шин Мина доказала обратное. Пока одни пары расходятся, не выдержав давления славы, они молча сохранили свое, через болезни, паузы в карьере и десятилетний путь, который теперь привел их к самому важному дню жизни. И вот, спустя годы ожиданий, они сделали то, чего фанаты ждали почти десятилетие – объявили о свадьбе. Дата названа. Место выбрано. Приглашения уже разлетелись по рукам самых близких. Но как двое людей, случайно встретившиеся на фотосъемке в далеком 2015 году, пришли к такой прочной, тихой и преданной любви? И почему именно сейчас, когда карьеры вновь на подъеме, они решили связать себя браком? Сегодня мы откроем их историю полностью. После многих лет ожиданий Ким У-бин и Шин Мина наконец объявили о дате своей свадьбы. Церемония состоится 20 декабря 2025 года, дне, который уже называют финальной точкой их десятилетнего пути. Для свадьбы выбрали отель Шила в Сеуле, одно из самых закрытых мест для звездных церемоний. Этот выбор подчеркивает главное – они хотят провести день тихо, без камер и без внимания публики. Только те, кто был рядом с ними все эти годы. Список гостей небольшой – родители, несколько близких друзей, коллеги, с которыми они дружат давно. Они сразу попросили агентство не допускать СМИ, свадьба должна остаться их личным моментом. В интернете появилось приглашение, где изображены два силуэта, рисунок, сделанный самой Шин Мина. Подписи простые и теплые, как будто они обращаются не к публике, а к людям, которым доверяют. Фанаты встретили новость с огромной радостью. Пара прошла через болезни, перерывы и напряжение индустрии, но сохранила отношения. Теперь их история переходит в новую главу, уже как история мужа и жены. Их история началась в летние месяцы 2015 года, когда оба приняли участие в совместной фотосъемке для известного модного бренда. Это была обычная работа, несколько образов, командные кадры, репетиции поз. Но между ними сразу появилась та самая естественная гармония, которую невозможно сыграть. После съемки они еще несколько раз пересеклись на брендовых мероприятиях. Общение оставалось спокойным и простым, без флирта, без попыток привлечь внимание. Но именно эта непринужденность и стала для них отправной точкой. Через короткое время СМИ начали подозревать, что они встречаются. И в июле того же года, не скрываясь и не придумывая оправданий, оба агентства подтвердили отношения. Они не давали интервью, не устраивали шоу, не выпускали совместных фото. Они просто сказали: «Да, мы вместе». С этого момента пара перестала быть публичной темой. Они почти не показывались вдвоем, не говорили о личном в эфирах и не обсуждали друг друга в прессе. Вместо этого они жили честно и спокойно, стараясь сохранить свое пространство от глаз поклонников и журналистов. И именно эта тихая стабильность стала основой, на которой они смогли построить долгие отношения. В 2017 году их отношения столкнулись с самым тяжелым испытанием. Ким У-бину поставили диагноз – рак носоглотки. Новость стала шоком не только для поклонников, но и для всей индустрии. Актер был на пике карьеры, но буквально за один день оказался перед борьбой, которую не выбирают. Шин Мина не стала делать громких заявлений и не строила драму вокруг болезни. Она просто осталась рядом. Она сопровождала его на лечение, помогала восстанавливаться, отказалась от нескольких проектов и полностью сосредоточилась на его состоянии. Для многих это стало доказательством ее характера, стойкого, спокойного и очень настоящего. Она не искала внимания, не делилась деталями в соцсетях и никогда не использовала ситуацию в публичных целях. У-бин прошел длительный курс терапии и взял паузу в карьере. И все это время он говорил, что держится благодаря поддержке близких,
и особенно благодаря человеку, который не оставил его ни на шаг. Это тяжелое время стало точкой, где их роман перестал быть просто красивой историей. Он стал союзом двух людей, которые выдержали то, что разрушает даже самые прочные отношения. И именно после выздоровления Убин начал говорить о том, что хочет построить новую жизнь, где Шин Мина будет рядом не как девушка, а как жена. Ким Убин родился 16 июля 1989 года в Пусане. Он начал карьеру как модель, постепенно становясь одним из самых заметных лиц в корейской модной индустрии. Его рост, харизма и уверенность на подиуме быстро привели его к актерству. Настоящий прорыв произошел, когда он получил роли в популярных проектах начала 2010-х. Он стал актером, которого узнавали сразу: сильный взгляд, спокойная манера игры, естественная харизма. Публика видела в нем талант, который быстро растет и не собирается останавливаться. Но в 2017 году его карьера резко прервалась из-за тяжелого диагноза. Убин ушел из проектов, остановил съемки, пропал из эфиров. Фанаты долго не знали, что с ним, но позже агентство подтвердило: он проходит лечение и сосредоточен только на восстановлении. Несмотря на длительную паузу, он вернулся не для громких ролей, а чтобы спокойно начать с чистого листа. Он стал более зрелым, сдержанным, внимательным к людям и к себе. Даже в письме к фанатам, где он объявил о свадьбе, чувствовалась эта новая мягкость, благодарность, уважение и спокойствие, которое приходит после пережитых испытаний. Сегодня он входит в новый этап жизни не как звезда, а как мужчина, который многое понял и многое пережил. И рядом человек, который прошел через это вместе с ним. Шин Мина родилась 5 апреля 1984 года в Йондонпхо, Сеул. Она начала карьеру еще подростком, сначала как модель, затем как актриса, постепенно становясь одной из самых узнаваемых звезд Южной Кореи. Ее путь в индустрии всегда был стабильным. Мина не гналась за скандалами, не искала быстрых заработков, не играла в игры популярности. Она строила имя тихо, честной работой, профессионализмом и спокойной силой, которую зрители чувствовали в каждой роли. За годы карьеры она стала актрисой, к которой относятся с уважением. Не только за внешность и талант, но и за характер, выдержанный, добрый, уверенный, без лишних слов и без лишнего шума. Именно такой она была и в личной жизни. С момента, когда ее роман с Ким Убином стал публичным, Мина держала полную тишину вокруг отношений. Никаких интервью, никаких подробностей, никаких попыток сделать личное частью карьеры. Когда Убин заболел, она не вышла вперед с заявлениями. Она просто была рядом. Для окружающих это стало доказательством того, какой она человек, сильная, верная и спокойная, без попыток привлечь к себе внимание. Сегодня, спустя 10 лет отношений, она вступает в брак так же, как жила все эти годы, уверенно, осознанно и с уважением к своему выбору. Для многих фанатов она стала примером женщины, которая выбирает не шум, а настоящую любовь. После долгих лет отношений, испытаний и перерывов, Ким Убин и Шин Мина подошли к моменту, который они больше не откладывают. Их брак – не внезапное решение и не попытка привлечь внимание. Это логичное продолжение пути, который они строили сами, шаг за шагом, тихо и уверенно. Они прошли через период болезней, многолетнего давления индустрии, жесткого графика и жизни под вниманием прессы. Но, несмотря ни на что, они остались рядом. Не ради образа, не ради карьеры, а ради настоящих чувств, которые проверяются только временем. Свадьба в конце 2025 года – это не финальная, а начало новой главы. Глава, где они уже не пара, а семья. Где их история больше не разделена на его и ее. Это один совместный путь,
который они выбрали осознанно.